Всем привет! С вами Ольга Меликяна, канал Gemstones. Рассказываю сегодня о теме, о которой вы давно просили. Что же такое фианиты, чем они отличаются от бриллиантов и, собственно говоря, какими они бывают. Фианит – это синтетический материал, который был разработан в период СССР в 1970 году. Его название расшифровывается как «Физический институт Академии наук». С того времени фианит активно используется в ювелирном деле и именно благодаря тому, что можно получить разнообразные цвета фианита, добавляя некоторые примеси. Например, если добавить церий, можно получить фианит красного, желтого или оранжевого цвета. Если хром, то зеленого. Если титан, то светло-коричневый. Если эрбий, то розовый. Фианит, как синтетический материал, не имеет никакого отношения к драгоценным камням и минералам. По своему составу это кубический диоксид циркония. Изготавливается фианит в лабораториях на затравках и растет со скоростью 8 мм в час. Если мы сравним свойства фианита и бриллианта, а собственно говоря, почему мы будем сравнивать, потому что ранее бывало так, что в некоторых ювелирных сетях выдавали фианиты за бриллианты, поэтому интересно сравнить их свойства. Например, если мы сравним твердость фианита, то твердость фианита составляет 7,5 баллов по шкале Мауса, а, как мы знаем, алмаза твердость составляет 10 баллов. То есть получается фианит чуть более твердый, чем, например, кварц. Вес фианита будет практически в 2 раза тяжелее, чем вес алмаза. Дело в том, что плотность фианита составляет 6,5-10 грамм на кубический сантиметр, а бриллианта всего 3,5 грамма на кубический сантиметр. Конечно, визуально в украшениях сравнить два кольца и понять, что это, например, кольцо с фианитом именно по тяжести, крайне сложно. Если мы сравним такое свойство, как дисперсия, способность камня играть, да, то есть те самые блики, за которые мы, собственно говоря, и предпочитаем бриллианты. Так вот, у бриллианта дисперсия будет намного выше, чем у фианита. Связано это с тем, что практически весь поглощаемый свет бриллиант отдает обратно, а фианит, к сожалению, нет, потому что фианит часть света будет пропускать. Именно поэтому при детальном рассматривании фианит выглядит как такая красиво играющая стекляшка. Изначально возникла идея создать фианит для использования в лазерном оборудовании. Однако позже, быстро поняв, что фианиты – это отличная малобюджетная вариация и замена бриллиантам, стали использовать их в ювелирном деле, и большинство украшений было выполнено с этими фианитами. Сегодня фианит используется не только в ювелирном деле, но и промышленности. Резаки для стекла, медицинские скальпели, оптические приборы – все это требует присутствия этого материала. Стоимость фианита составляет максимум $5 за грамм. Обращаю ваше внимание, что именно за грамм, потому что фианит не является драгоценным камнем, как и минералом, собственно говоря, поэтому он не может измеряться в каратах. Многие думают, что фианит – это так называемый синтетический бриллиант. На самом деле это не так. Дело в том, что фианит отличается от бриллианта формулой, это по составу другой материал, поэтому к синтетическим алмазам фианит не относится. Кстати, я недавно делала ролик об отличиях бриллианта от муассанита. Возможно, это будет кому-то интересно, поэтому обязательно загляните в подсказку. На Западе часто фианит называют дживалит, diamond squai и цирконит. Если вы приобрели украшение за рубежом, то очень часто может маркировка стоять кубик циркония. Это, собственно говоря, тоже фианит. В ювелирных сетях до сих пор фианит могут называть цирконий или циркон, что в корне неверно, потому что цирконий – это металл, а циркон – это природный минерал, драгоценный камень, в том числе 4-го порядка. Самое интересное, что фианит по составу логичнее было бы назвать синтетическим аналогом минерала тажеронит, который был обнаружен впервые у нас на Байкале в 1966 году, потому что по составу это тот же самый кубический диоксид циркония. Это все, конечно, замечательно, но как отличить фианит от бриллианта в украшениях визуально и желательно не прибегая к помощи каких-либо специалистов? Сразу скажу, что такие свойства, как твердость, плотность и дисперсия, определить невооруженным взглядом не так просто. Такое свойство, как дисперсия, как сверкание камня. Дело в том, что фианит имеет дисперсию, выраженную слабее, чем бриллиант, однако определить на взгляд непросто. Тем не менее, скажу, фианит сверкает практически всеми цветами радуги, в отличие от бриллианта, сверкание которого идет изнутри и, как правило, имеет бело-голубые блики. Есть еще такое отличие, как грани. Дело в том, что если мы положим рядом фианит и бриллиант, то мы увидим, что грани бриллианта, точнее ребра, более острые, в отличие от фианита, у которого
что все ребра очень сглаженные, округлые. Также можно поместить под ультрафиолетовые лучи. Природный алмаз под ультрафиолетовым светом может давать голубое свечение, а если это фианит, то оттенок цвета может быть серым, зеленоватым. Все зависит от, в том числе, примеси, которая присутствует в этом синтетическом материале. Есть еще такая проверка, как смазывание жиром или маслом. Если алмаз помазать жиром, то он прилипнет к стеклу, а если фианит, то не прилипнет. К тому же на поверхности фианита жир будет разделяться на несколько маленьких капелек, что совершенно не характерно для бриллианта. Сейчас отличие фианита от бриллианта уже не имеет такой сильной актуальности, как это было давно, когда активно пытались выдать фианиты за бриллианты. Сейчас в ювелирных сетях, как правило, этим не злоупотребляют, и если это бриллианты, то, соответственно, так и пишут. Редко когда пытаются выдать фианиты за бриллианты. Однако появилось другое зло, так называемое. Это китайские бриллианты, которые были созданы из алмазной пыли, или, например, синтетические бриллианты, которые сейчас заполонили многие ювелирные рынки, и отличить их друг от друга крайне сложно, в том числе даже гемологу. Но об этом я расскажу в отдельной большой теме, в отдельном ролике. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам нравятся подобные видео, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Для меня это будет знак того, что такие ролики такого направления вам интересны. Солнечного вам настроения. Давайте думать о прекрасном.